Добрейшего вечерочку. С вами вечерний Шуберт. Сейчас 3 часа ночи, но у нас все равно еще денечек. Полярный вечный день. Вот я уже больше 2 месяцев нахожусь на Шпицбергене за полярным кругом. Вот сейчас я работаю в поселке Пирамида. Это такой полузаброшенный советский поселок, который был законсервирован в 1998 году. И сейчас до сих пор, вот сейчас только начинает возрождаться, так скажем, последние годы. Здесь раньше была шахта, было предприятие, сейчас нет ничего, но то есть все равно здесь продолжают жить и развивают сейчас, скажем так, туризм. То есть постоянно едут туристы, в основном из Европы, и посмотреть на такой заброшенный советский город. При этом здесь можно ходить, не облучаясь, как это в Припяти, допустим. Ну, здесь даже интереснее. Здесь природа замечательная, конечно. Ледники, горы. Красиво здесь. Ну, сейчас полярное лето, но скоро оно быстренько кончится. Я думаю, что уже через месяц будет снег и холод. Я приехал сюда восстанавливать заброшенный кинотеатр. Здесь раньше был большой дом культуры, и вот сейчас он стал функционировать. Мы здесь показываем фильмы, советскую классику, потому что у нас больше 1500 фильмов на кинопленке. Фильмов, то есть, которые хранятся здесь с советских времен. Это вся советская и зарубежная киноклассика. И многие сохранились в отличном качестве. И вот мы показываем их здесь в оригинале, с кинопленки, как это было в те годы, когда здесь кипела жизнь на Шпицбергене. Когда здесь работали советские шахтеры, и смотрели каждую неделю кино. И вот это кино сейчас мы смотрим в первозданном виде. То есть, например, Тарковский вообще, то есть «Сталкер», «Солярис», фильм «Ностальгия» мы видим в прекрасном качестве, так как это было, по сути говоря, при авторах. Потому что здесь фильмы пролежали в холоде, в мерзлоте, и это позволило пленке сохраниться, так как на материке она не сохранилась. К тому же уже много где фильмобазы уничтожили, как и у нас в Новосибирске. Большинство фильмов, к сожалению, ликвидировали, а здесь они сохранились, потому что вывозить в принципе некуда. Думаю, что это такое хранилище судного дня, так можно его назвать. По-моему, здесь это идеальное место. Вот так вот прочувствовать кино, прочувствовать, посмотреть его. То есть «Холодное лето 53-го» это вообще сам Бог велел здесь увидеть. И «Сталкер», например, фильмы. И ощущение вот этой оторванности от мира, потому что Шпицберген находится очень далеко. Здесь нет ни интернета, ни сотовой связи. В Пирамиде вообще ни телевизора нет, ничего не ловит. Все окружено горами. В принципе, если в остальном Шпицбергене, скажем, в Лангире или Баренцбурге все есть, и связь, и телевизор, здесь нет ничего. И кино — это единственное развлечение. Ну и для меня тоже такая возможность подумать, собраться мыслями. Ну и вот я здесь снимаю жизнь местную, так сказать, наблюдаю. Видите, я уже с бородой оброс, практически Поляр Фокс. Здесь вон песцы постоянно бегают, Поляр Фокс называется. Вот я тоже уже, видите, в Поляр Фокс превратился. Думаю, какой же полярник-то без бороды? Я думаю, что я буду здесь до начала полярной ночи. То есть, когда уже станет ничего не видно, никого здесь не будет, по сути, все разъедутся, я уеду. Буду вести здесь блог. По возможности, появляясь в Баренцбурге, я буду выкладывать его в сеть. Так что не теряйте меня. То есть я буду такие шпицбергенские небольшие заметки, рассказы, кинообзоры, возможно. Все это будет. Поэтому до встречи. Пока.